Иногда я делаю доски из двух частей в виде сэндвича. Что это означает? Это означает то, что лицевая сторона, которая, как правило, состоит из дорогих пород древесины и трудно изготавливается, представляет собой лист толщиной где-то 10-12 мм, а обратная сторона сделана из дешевой древесины. В качестве основы я использую либо дуб европейский, либо отечественный клен. То есть это, во-первых, очень дешевые, относительно дешевые породы древесины по сравнению с экзотикой. И, во-вторых, это стабильные породы древесины. То есть они в малой степени меняют свои размеры при усушке. Поэтому в качестве основы они ведут себя хорошо. Такие доски, конечно, я делаю только в том случае, когда используются дорогие породы древесины. Например, здесь использованы американский клен, вишня, черный орех. Это все породы, которые стоят сейчас достаточно дорого. И если сделать такую доску вот такого размера во всю глубину, то стоила бы она уж не меньше $1000. Тем более эту доску делать очень сложно, очень большое количество отходов. Поэтому для того, чтобы удешевить стоимость доски, иногда я использую вот этот метод. Делаю я эти доски уже достаточно давно, никак не меньше года. Пока нареканий от покупателей не поступало, соответственно, я делаю вывод или надеюсь на то, что ведут в работе они себя достаточно хорошо. Сейчас у меня есть заготовки для такой доски. Многие, наверное, помнят, как я изготавливал вот такую доску с готичным рисунком с 10 дополнительными пропилами. То есть делать это очень долго, не меньше недели, а то и больше. Очень большое количество отходов, порядка 70% только на изготовление щитов. И цена такой доски в полную толщину будет очень высока. Или иначе, если не получать за нее соответствующие деньги, то и смысла такие доски делать нет никакого. Поэтому на примере этой доски я хочу показать, как изготавливаются эти доски. Буду использовать вот это для лицевой части. Толщина этого листа 13 мм, но после шлифовки будет где-нибудь 11-11,5. А в качестве основы буду использовать европейский клен. То есть я вот уже говорил, что это такая хорошая стабильная древесина, но не очень красивая. То есть много ложного ядра, таких черных вкраплений. После обработки маслом она становится такая грязно-серая, поэтому для досок я их не использую, но в качестве основы это будет очень хороший материал. Поэтому сейчас изготовлю вот эту доску и на этом примере покажу, как это изготавливается. Клеится торец к торцу, а торцевые поверхности склеиваются очень плохо, поэтому нужно соблюсти все условия склеивания для максимально прочной склейки. И первое из них, что склеиваемые поверхности должны быть максимально гладкими. Поэтому шлифуем не только вот ту часть, которая пойдет на лицевую часть, но и основание. То есть я пропустил это через рейснус, но все равно после этого нужно еще шлифовать. В качестве склеиваемой стороны, невидимой, выбираем ту сторону, где наибольшее количество дефектов, вот эти черные вкрапления, возможно сучки, может быть трещины, а сторона, которая выглядит получше, это будет уже нижней стороной доски. Как я и предполагал, толщина получилась где-то 11,6-11,7 мм, то есть это вполне достаточно для лицевой части, которую никогда невозможно будет прорезать. Переходим к склеиванию. Я долго экспериментировал с различными клеями и остановился вот на этом клее, тоже Titebond, Multibond EZ2. Вот я его перелил в
этих больших бочек. Этот клей специально предназначен для склеивания торцов. То есть у него предназначение есть для склеивания торцов досок. Вот разговаривал я с технологом Tate & Bond, ну, естественно, с российским дилером. Мне сказали, что еще лучше подходит, вот есть модификация EZ2HV. То есть у него большая вязкость, и он еще лучше подходит для подобного склеивания. Но пока я его еще не использую. Думаю, вот это израсходую и буду использовать тот. Он не так быстро впитывается в поверхность и имеется время для того, чтобы хорошо склеить две части. Поэтому сейчас наношу клей. Клей наносится на обе склеиваемые части и быстро необходимо положить под пресс. Намазываю клеем, подмещаю под пресс. Обычно я делаю по 2 доски, поскольку пресс у меня немножко перекашивает, поэтому мне нужно успеть быстро смазать клеем поверхности для 2 досок и поместить под пресс. Вот видно, что клей достаточно быстро впитывается, поэтому перед соединением 2 деталей необходимо еще раз пройтись валиком. При прессовании часто происходит сдвиг деталей друг относительно друга, поэтому я обычно закрепляю еще малярным скотчем. Это позволяет удержать доску до того, как она будет сжата прессом. Все, под пресс и готовлю вторую доску. Да, еще забыл сказать, что водостойкость у этого клея D3, то есть вполне достаточно для склеивания разделочных досок. И он также разрешен для непрямого контакта с пищевыми продуктами. Ну, то есть практически те же самые характеристики, что вот эталон 3-го, которого чуть повыше водостойкость между D3 и D4. Все, вторая доска готова, тоже под пресс ее. Под прессом я держу обычно несколько часов, ну, где-нибудь полдня, и если вечер, то оставляю на ночь. После склеивания необходимо подождать примерно 2-3 дня для того, чтобы доска хорошо просохла. Дело в том, что площадь склеивания очень большая, и в этой доске много клея. Клей в центре без доступа воздуха сохнет очень долго, и плюс ко всему, когда намокает от клея, ее может выгнуть. Поэтому нужно, чтобы доска пришла в себя в течение 2-3 дней, и после этого ее можно обрабатывать. Вот сейчас мне осталось отпилить ее по периметру и приклеить рамку. Рамку сделаю темную из ореха. Вот получился у меня такой обрезок, и можно проверить, насколько прочная склейка. Ну, руками, естественно, здесь никак не отломать. Можно попробовать плоскогубцами. Ну, по крайней мере, я сломать это никак не могу.
молоток. Ну вот, удалось мне отломать, но усилия пришлось приложить достаточно большое. То есть я думаю, что для тех условий, в которых эксплуатируется разделочная доска, это вполне достаточно. Клей остался и здесь, и здесь. То есть прочность будет определяться здесь прочностью клея. Я делаю рамку толще примерно на 1 миллиметр, но здесь получилось даже больше, для того, чтобы не убрать лишнего рисунок. Поэтому сейчас, когда все хорошо склеилось, вот уже прошло дня 3, все это нужно убрать на рейспусе. Тут следы склейки, затем обрезать жирные бруски, отшлифовать, и доска будет готова.